На сегодняшний день в тройку самых непопулярных режимов нашей любимой игры входят Дайпас, захват флага и Суперман. И все эти увеселительные мероприятия основаны на таскании кейса. Можно замаскировать его под мяч или раздать всем суперсилы. Чемодан все равно никто не полюбит. Эй, бедный CTF. И почему я не удивлен? Будучи самым первым и старым режимом ТФ-ки, захват флага на сегодняшний день является наименее любимым режимом игры в сообществе, и причины для этого у всех самые разные. Кто-то говорит, что за время своего существования этот режим уже успел всем порядком поднадоесть. Кто-то говорит, что режим захвата флага в последнее время содержит слишком мало командного аспекта и превращается в режим атаки/защиты после того, как населению сервера надоедает играть в ДМ. Кто-то говорит, что проблемой режима являются карты, ведь большую их часть составляют тесные коридоры и комнаты, в которых негде развернуться и попросту нечем дышать, от спама, пироманов и напиханных туда турелей. Кому-то не нравится отсутствие ограничения по времени, ведь благодаря этому обе команды могут хоть по паре часов сидеть у себя на базе и любезно ждать, когда противник сделает первый шаг. Предположение действительно целый вагон, но доминирует над всеми только одно из них. Режим захвата флага требует от множества классов совершенно конкретных и однообразных вещей. Снайпера должны стоять в строго определенных местах, слесаря должны по определению оборонять чемодан, шпики должны по определению воевать со слесарями, зажигалки должны по определению воевать со шпиками. Скоты должны по определению таскать чемодан, а остальные должны всему этому активно мешать. В общем и целом, режим захвата флага в ТФ-ке больше похож на работу, нежели на игру. Только вдумайтесь, игра предлагает нам работать. Но, к счастью, существует одна поистине бесценная карта, на которой предлагаемая работа все еще может быть в радость. Double Cross, или Два Креста. Благодаря своему необычному дизайну, эта карта преуспевает в том, чего так недостает остальным полям боя данного режима. Она предлагает игроку целую кучу интересных способов выполнения работы по захвату флага. Данная особенность помогает Double Cross'у оставаться одной из самых узнаваемых карт нашей любимой игры. Но тем не менее, главный вопрос никуда не девается. Кто будет приходить в эту самую игру, да еще и на пабы, только для того, чтобы там работать? А ведь на этой интересной и необычной карте есть множество других крайне веселых занятий. Так как же тут можно развлечься простому-то человеку? Что ж, сейчас мы вникнем и в этом разберемся. Давайте будем честны. Сражение в центре в начале раунда случается на каждой зеркальной карте. Но мостик даблкросса — это отдельная тема для разговора. В отличие от похожей ситуации на Туфорте, где, сидя на мосту, можно разве что раздражать противника, занятие данной конструкции скорее напоминает длительную оккупацию со всеми вытекающими последствиями. Прежде всего нам понадобится башня хотя бы 2-го уровня. При правильной постановке эта игрушка будет простреливать абсолютно все подходы, без каких-либо слепых зон. Также нам не помешает и шустренькая спичка, которая будет гонять шпиков, сдувать бомбы и снаряды, а также скидывать в пропасть вражеские убера. При данном раскладе и обязательном телеке для остальной вашей команды можно полностью запереть противника на одной половине карты. Таким образом, режим захвата флага окончательно станет режимом контроля территории. Вы атакуете, а ваш враг обороняется. Занятие этого места всего одной единственной башней является переломным моментом игры на даблкроссе. Противники будут просто не в состоянии выйти на мост. То же самое можно сказать и о железной дороге. Даже снайпера не смогут вылезти на их любимый балкон, чтобы забрать с собой парочку голов. Вам остается лишь бить баклуши и собирать фраги, а при первых признаках опасности тут же сбежать на крышу. Слушай, малыш, а пойдем-ка гулять по крышам. А зачем?
Ну как зачем? Искать приключения? Дорогие инвесторы и обладатели акций, представляю вам следующую ступень развития балконной охоты. На данном этапе процесс добычи и обработки сырья является полностью автоматизированным. Конвейерная подача продукта, а также близкое расположение цеха обработки и дверей хранилища обеспечивает практически непрерывный поток сырого материала. При своевременном снабжении рабочего элемента свинцовым топливом производство осуществляет работу в безостановочном режиме. При единственном активном сотруднике данная система способна ежеминутно производить по сотне килограмм соленого дымящегося мяса. Данная установка практически не подвержена износу и способна поддерживать автономную работу долгие годы. Единственным вредоносным элементом следует считать различного вида банки или пучки. Для непрерывной и безопасной работы производства их пьяные рассадники рекомендуется заблаговременно устранять. Схема установки и производства запатентована рабочим объединением LOL «Надоедливые звездюки». По вопросам ценных бумаг или заказных доставок готового продукта обращайтесь по телефону 666-8369. Обращаем ваше внимание на то, что наши рабочие площади 24 часа в сутки открыты для посещения. В особенности мы рады видеть тех, кто желает быстро и практически безболезненно попасть к чемодану противника. Пользуйтесь случаем, господа. Одной из главных причин, по которой люди забивают на кейс, является его мнимая недосягаемость. В самом деле, за этим треклятым чемоданом нужно довольно долго и упорно топать. Для того, чтобы хотя бы попытаться его заполучить, приходится преодолевать всю чертовски длинную карту, что нередко занимает около минуты. Кроме того, при достижении пункта назначения велика вероятность встретиться с оравой модных технарей. Ай, ёлки-моталки. Ненавижу этих ребят. А давайте поговорим о чем-то более приятном, а? Как вы, ребята, на это смотрите, а? Многие говорят об этом месте, и неспроста. Все мы знаем, что здесь можно просто и быстро избавиться от ненужного вам барахла. Минимальная валютная единица измеряется в стволах. Просто рассчитывайте с лишними пушками, не заморачиваясь на переговоры и переплавку. Здесь принимают даже коробки, причем по довольно удивительной цене. Круглосуточная работа, простое самообслуживание. Быстро, дешево и очень приятно. Серьезно, рекомендую. Попробуйте, не пожалеете. Да, кстати, вот что интересно. По государственному закону я обязан открыто заявить, что данная вставка, не имеющая абсолютно никакого отношения ко всему остальному видео, является заказной и проплаченной рекламой. Да ладно! Ура, соблюдать законы весело и полезно для здоровья. Так, на чем там мы остановились? Ой, нет! Да, все так. В большинстве случаев во время этой встречи смелый путешественник, к сожалению, погибает от свинцовой передозировки. Ну а после закономерного выхода с респавна ему приходится брать в охапку санитара и тратить новую минуту на то, чтобы добраться до кейса. И это при условии, что по дороге к чемодану наших героев никто не заметит и не скрутит в крендель. К счастью, на крестах дела обстоят несколько интереснее. При наличии минимального умения прыгать на ракетах, до заветного кейса можно добраться всего за несколько секунд. При желании с собой можно захватить и санитара, который прочно воткнет вам в задницу свой быстроправ. Имея за пазухой достаточно прямые руки, или же благословление любителя шпиков, можно успеть свистнуть вражеский флаг еще в самом начале раунда, до того момента, как в комнате с ним всколосятся турели противника и заведутся слесаря. Быстрое проникновение и чистая работа позволяют одержать победу в течение всего пары-тройки минут. Вам совершенно не обязательно воевать на мосту, или же спускаться под него, на железную дорогу, ведь там, к слову, бывает очень и очень
очень опасно. Вот вам демонстрация наглядного примера. Остерегайтесь выхода на железнодорожные пути. Никогда не гуляйте на них, особенно по ночам. Велика вероятность того, что в кустах за вашей спиной притаился хитрый негр с большим и длинным мечом. Давайте подумаем, как можно спастись от огромного ублюдка, который бежит на нас с криком и критующим щитом. Вот ответ. Быстро отскочить в сторону. Управляемость критующего щита оставляет желать лучшего. Это известно всем, в том числе и его обладателям. Эх, а вот бы подкараулить кого-нибудь на длинной и совершенно прямой дороге, с которой спрыгивать в сторону опасно для здоровья. Погодите-ка, так вот же она! Выражение Pain Train здесь будет как нельзя кстати. Мы стоим на станции, в ожидании пассажиров, мы видим пассажиров и трогаемся с места. Осторожно, сволочь, двери закрываются. Здесь очень часто бегают шпики, здесь очень часто таскают чемоданы. Вполне неплохое место для долговременной засады. К тому же тут имеются очень хорошо затененные заросли. Остается надеть на себя что-нибудь потемнее и надеяться, что у противников не стоит плохая дальность прорисовки, кустов и других объектов окружения. Кто в конце концов сказал, что успешно и убийственно сидеть в кустах могут только снайпера? Теорема успешно опровергнута. И вновь приветствую вас на нашей передаче. Мы возвращаемся к наблюдению за нашей знакомой красавицей. Эта бедная особь, к великому сожалению, потеряла свой водный дом, который был осушен для постройки шапочной фабрики. Но, к счастью, общество спасения, кормления и последующего приготовления животных общество только спасения животных сумело изловить эту красивую акулу и поместить ее в специально приготовленную среду обитания. Несмотря на тесноту, однообразие и одиночество, обитая в этом месте, наша неоновая красавица всегда будет оставаться сыта. Специально спроектированная и установленная кормушка позволяет автоматически снабжать этого красивого зверя ежедневной дозой питательных угощений. Однако рано или поздно содержимое кормушки заканчивается, ливает с сервера или обнаруживает, что с их респавна можно выйти еще через целых 2 двери. В таком случае нашей знакомой ничего не остается, кроме как заботиться о себе самостоятельно. К счастью, рядом с местом ее содержания проходит довольно оживленная канализационная труба. В нее частенько забредают хитрые шпики, а также многие другие вкусные обитатели Даблкросса. При виде жертвы голодный хищник стремительным рывком вылетает из засады для того, чтобы утащить к себе очередную вкусную добычу.
Даже не имея дома и живя в тесной искусственной заводе, эта умелая охотница всегда находит способ выжить. Оставайтесь с нами и дальше для наблюдения за другими прекрасными представителями живого мира ТФ-ки. Ох, вот мать твою. Горячо, 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 горячо! На этом разговор об интересных крестовых занятиях, наверное, можно считать завершенным. Благодаря необычному дизайну карты и множеству обходных путей, здесь можно заниматься самыми разными вещами. Пускай технари скучают в комнате с чемоданом, ожидая вашего прихода или следующего обновления. А вы тем временем спокойно расслабляйтесь на мосту или крыше, плавайте и катайтесь по рельсам, а можете и сразу слетать за чемоданом, скушав по пути обитателей местного балкона. Желаю вам успехов в игре и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание.